Привет, друзья, вот и долгожданный гайд на Нагу. Всем спасибо, кто дождался этого замечательного момента. В этом видосе мы рассмотрим больше макроигру, но я также скажу пару слов про предметы по ходу видео, так как это тоже немаловажный момент. Чтобы побеждать на Наге, нужно уметь правильно фармить, выбирать правильные предметы и время для драки. Поэтому в этом видео я уделю больше внимания именно макроигре. Если тебе понравился гайд, то обязательно сообщи об этом в комментариях и подпишись на канал. Мы уверенно идем к достижению моей цели в 20 тысяч подписчиков. Спасибо вам большое. Если хотите, чтобы я оставил для вас сборку на Нагу в Стиме, то пишите в комментариях и ставьте лайки. После 10 лайков я оставлю ссылочку в описании. Не буду затягивать, всем приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Начнем с настроек. Я уверен, что у многих уже стоят бинды, но я на всякий случай напомню. Это нужно сделать всего один раз. Бинды сохраняются навсегда. Нам понадобится 3 подконтрольные группы. 2 группы на бинт иллюзий с Mirror и Mage и 1 группа на бинт иллюзий с Манты. Выделяем одну иллюзию и мейн Нагу. И при сочетании клавиш Ctrl плюс та клавиша группы ставим первый бинт. Аналогично биндим остальные иллюзии и Манту. Поздравляю, теперь у вас стоят лучшие и, что самое главное, удобные бинды на Нагу. Я бы не стал биндить каждую иллюзию, так как это неэффективно и слишком запарно. Вы просто запутаетесь в кнопках. Если нам нужно отвести одну Нагу, лучше сделать это при помощи мышки. Теперь мы плавно переходим к лайнингу. Стартовый закуп, если мы не планируем покупать стик. Пачка тангусов, топорик, слиперс, цирклетка и 2 ветки. В бенд выходить не всегда обязательно. Если мы планируем доминировать на линии и находиться на ней больше, чем в лесу, то выходим в бенд. Если у вас сложная линия и вы планируете играть в лесу больше, чем на линии, то в таком случае лучше будет выйти в Fast PT и Win Lanes. По поводу раскачки способностей на линии, аналогичная ситуация. Если у вас нету саппорта, с которым вы можете убивать, или у вас просто не получается, то качать сетку до 9 уровня не обязательно. На 3 уровне можно оставить скиллпоинт и подождать, если затрудняетесь ответить на этот вопрос в начале игры. С Нагой сочетаются абсолютно любые саппорты, но по своему опыту скажу, что мне нравится лайнить с Undying'ом, Дизраптором и Джакира. Рано или поздно мы обязаны фармить лесок, поэтому 5 под Нагу должна иметь хорошие кнопки для ранних тимфайтов с командой. По поводу троек и мидеров подойдет любая мета, например Легионка, Акс, Питлорд или Бестмастер. Просите пикать героев, против которых вам неприятно лайнить и в целом неприятно по игре. Тем самым вы не только увеличиваете свой процент на победу, но и отлетает потенциальный контрпик, который мог бы стоять против вас. Перейдем непосредственно к самому лайнингу. На Наге мы всегда стараемся стоять на линии как можно дольше. Это связано с тем, что Нага может очень быстро фармить лес и одновременно отпушивать пачки лайновых крипов. И этого уже достаточно, чтобы иметь огромный отрыв по нетворсу от вражеских коров. На пассивной или сложной линии делаем акцент на добивании крипов и отпулы. Нага очень сильный лайнер за счет иллюзий и пассивки. За свет играть гораздо проще, так как у нас есть маленький и нижний кемп под вышкой, который мы с легкостью фармим, начиная с 4 уровня. Обратите внимание, проигрок команды ЕГЭ Показ делает это правильно, поэтому имеет хороший натворс с линии. Он не идет тупую бить этот кемп. Предварительно нам нужен хотя бы 5 уровень и ПТшка. Перед этим он отпушил пачку, сделал небольшой круг, зафармив 3 кемпа, из которых 2 маленьких и 1 средний, а затем вернулся к вышке за новой пачкой. Таким образом, за минуту Показ выфармил плюс-минус 400 золота и кучу экспы. Такой геймплей отлично подойдет для пассивной линии, когда мы и оппонент не можем убить друг друга. Мы не только сохраняем вышку, но и при этом имеем постоянный источник золота и безопасности в случае гангов. Главное фармить так, чтобы вы не теряли золото и экспу с линии. Следите за тем, где сейчас находится лайновая пачка, и рассчитывайте свое время так, чтобы вовремя ее зафармить. Этот шаблон отлично подойдет под нейтральный лайнинг. Геймплей на сложной линии намного отличается. Давайте представим ситуацию. Мы стоим против сильной связки героев, которые могут с легкостью зайти к нам под вышку и убить. Например, Легионка, Акс, Кентавр или Тимбер. Зачастую такие герои представляют опасность для Наги уже со своего первого пика силы. До этого момента мы должны максимально добивать крипов, получить 4-5 уровень и ПТшку. Мы все так же фармим нижний спот и отпушиваем линию. Просите саппорта как можно чаще пулить. Мы не фармим маленький
короткий кемп, как это было в первом случае. Отпулы нужны для того, чтобы линия заходила к вам под вышку. Так мы имеем хотя бы какую-то сейф-зону для фарма. После того, как у тройки появляется пик силы и возможность нас убить, мы начинаем смещаться в лес, чтобы не умереть. Объясню, почему мы хотим фармить именно боковые споты. Во-первых, нам придется отдать вышку. Следовательно, адекватная тройка захочет фармить наш большой лес, и линия также будет пушиться ближе к Т2 Таверу. Боковые кемпы находятся рядом с лайн-пачками и близки друг к другу. В такой ситуации фармить боковой лес и сплитить лайн гораздо выгоднее, быстрее и безопаснее, нежели чем фармить большой лес, который мы можем оставить нашему мидеру. А если нашу вышку никто не пушит, то в таком случае фармим большой лес и нижний кемп. На супер фри линии до манты мы фармим большой лес и линию, либо же если у вас есть возможность, то стараемся спушить вражескую вышку к 10-й минуте. Это можно делать любыми способами. Самый эффективный — это позвать на помощь мидера. Благодаря спушенной вышке мы получаем доступ к этому шаблону. Он гораздо прибыльнее предыдущих, так как мы имеем доступ к вражеским эншентам. Вдобавок фармим свой большой лес и лайновые пачки. В таком случае не забудьте принести себе опс. Этот шаблон отлично подойдет в том случае, если вы понимаете, что не сможете сместиться в харду. Например, там стоит люкан, который априори не хочет уходить с харды и вражеского леса. Ваши действия после ланинга очень сильно зависят от ситуации на других сайдах. В нормальной игре перед покупкой манты вы смещаетесь в харду. Это обычно происходит с 12 по 14 минуту. Открывайте там вышку, чтобы открыть себе большое и самое выгодное пространство для фарма. Отвечу сразу, нужно ли покупать радик на нагу? Нет, не нужно. Если у вас меньше 5000 рейтинга, то можете покупать и побеждать. Я не сторонник билда через радик, просто мант дает нам куда больше, чем аура и доп урон за 4700 золота. Любой адекватный игрок на наге понимает, что экономически выгоднее купить дополнительные статы, чтобы скиллнуть свои иллюзии и разогнать свой нетворс. Для тех, кто не знал, любые иллюзии копируют наш белый урон, армор, хп реген, миссы и хп, а также скорость атаки и move speed. Та же манта дает нам полезные статы, которые дают нам белый урон, хп и атак спид с move спидом. Давайте продолжим. Как я и говорил, после покупки манты мы стараемся фармить эншей и отправляем иллюзии на ближайшие сайды. До манты мы фармим предыдущие шаблоны в своем большом лесу и отпушиваем линии. Покажу еще один пример грамотной реализации этого шаблона. На таймере 15 минута. Показ после зафармленной пачки эншей выводит 2 иллюзии в мид, а сам направляется в харду, разбивает один средний кемп и после отправляется на эншентов. К этому моменту Урса отпушила линию ближе к вышке. Показ направил туда 2 иллюзии, чтобы не потерять фарм. Учтите, что не всегда получится фармить этот шаблон, иногда придется вернуться к старым. Ориентируйтесь по ситуации на карте, наблюдайте за передвижением героев и старайтесь фармить безопасно и комфортно для себя в зоне. В сложной ситуации, когда у вашей команды совсем все плохо и у вас отнимают лес, можно рискнуть и фармить вражеские леса. Это хорошая опция для камбэка, поскольку противник зачастую будет на противоположной части карты, но есть большие риски ошибиться, поэтому тщательно наблюдайте за мапой и передвижением противника. Советую поставить опс на телепорт, чтобы в случае ганга можно было его легко задоджить. Если вкратце, вам не всегда обязательно находиться в одной и той же точке, фармите там, где безопасно и есть вижен. Давайте немного разбавим фарм и поговорим о нейтральных предметах. На первом тире предпочитаю браслет, брумхендл и брошку. На втором тире аквилу, драгонскейл, вамбрейс и накидку. Третий тир туника, паладин, амулет и титан сильвер. Четвертый тир ниндзягир, клока и майнбрейкер. Пятый тир Апекс и Экс-машина. Раскачка талантов. На 10 всегда берем урон от Рептайда. На 15 ситуативно, но в случае, когда у вас есть чем ловить, например против вас легионка, то можно взять силу, это не будет ошибкой. На 20 всегда левый, на 25 ситуативно, но КД иллюзий смотрится гораздо сильнее. По поводу атрибутов. Если вы на наге планируете больше фармить, чем драться, потратьте очки опыта на атрибуты вместо сетки. Сетку оставляем в единицу. Самое время поговорить про предметы и реализацию скачков силы. В активной игре после манты покупаем диффуз или орчид. Орчид отлично подойдет против героев с встроенным эскейпом, диффуз против героев с большим мувспидом. И если вы понимаете, что в дальнейшем апнутый диффуз вам пригодится, то точно не ошибетесь в этой покупке. Также диффуз отлично подойдет против героев, которые зависят от своего монопула, например Скаймаг, Медуза, Морф и другие герои. Это и есть наш первый пик силы, который мы обязаны реализовывать с командой. На таймере 20
минута. Пару минут назад показ привез себе диффуз, и после чего нажал смог с командой. Вместе они убивают загулявшего Void Spirit и пушат Т1 в мидо, после чего они смещаются на Рошана и принимают еще один файт, но уже с 2 жизнями. Это наглядный пример реализации пика силы. У Наги это любой артефакт, который вы покупаете после манты. Драться просто так невыгодно, вы должны четко понимать, для чего вы деретесь. Билды на Нагу очень простые, однако ситуативность и вариативность также присутствует. Если вы играете в ВС героев, которые могут вас бить, например Void, Антимаг, ПЛ, то можете купить бабочку сразу после манты, либо после диффуза или арчида в зависимости от ситуации. Если вам нужна выживаемость, например вы играете против алхимика, легионки и других героев, которые могут вас ловить и легко разбить иллюзии, то начните покупку Стараски и Скади после диффуза или арчида. Если игра затяжная, Блуторн и апнутый диффуз можно купить вместе, а если против вас напикали куча магии, Мэджслэйр можно купить пораньше. Запомните, манта и Тараска у вас должна присутствовать в каждой игре. Все остальные предметы покупаются в зависимости от ситуации. Любой мидгейм артефакт является нашим пиком силы, который мы хотим реализовать. Контрпик любого иллюзиониста — это способности по области, которые легко разбивают наши иллюзии. Не спешите идти вперед, подождите, пока опасная кнопка противника уйдет в КД, или устраните этого героя с командой до начала тимфайта. Начинать драку на Наге нужно с иллюзий. Направляйте иллюзии на саппортов или опасных для вас героев, чтобы выбить с них кнопки. В совокупности иллюзии наносят гораздо больше урона, чем основной герой, поэтому не всегда нужно идти основным героем, чтобы нанести много урона. Старайтесь всегда находиться в неудобной позиции для противника. Также не забывайте смотреть реплей про игроков. Я могу подметить таких как Ятора, Скитер и Показ. Смотрите реплеи этих про игроков, и ваш скилл на Наге точно вырастет. Это был гайд на Нагу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про лайк и подписку. Сборочку на Нагу оставлю в описании. Всех обнял, до скорых встреч.